Так, еще раз доброй ночи, люди дорогие, гости моего канала и вообще мои зрители, которые меня смотрят. Ребята, вот я обращаюсь к вам, пусть звучит нефамильярно. Люди, сколько бы вам ни было лет, неважно, в любом случае у меня к вам просьба: верьте в свою судьбу. Вот как бы ни было страшно, тяжело, если вы даже находитесь в тюрьме, если вы даже упали духом, если вы даже все потеряли в этой жизни, просто поверьте в свою судьбу. Потому что судьба, а на Востоке ее называют кишмат, гасмат, бахт, на Западе ее называли фартом. Неважно, судьба, она в любом случае милосердна, она поворачивается лицом к тому, кто ее любит, кто в нее верит. Когда вы ее ругаете, вам становится еще хуже. Вот дело в том, что во Вселенной любая сила, любая деятельность человека имеет свои силы, своих духов, своих покровителей духов, да, если можно так сказать. Судьба – это самая сильная сила во Вселенной. В греческой мифологии, я вот не люблю это слово мифология, поскольку для нас это мифология, на самом деле это было времена как бы истины того времени, да, были богини судьбы, богини, которые мстили, Немезида, например, богиня мести, праведной мести, потому что если ты не прав, то мстить не имеешь права. В наше время иногда мстят за доброе, за хорошее человеку, делают больно. Взамен вместо того, чтобы благодарить, делают больно, чтобы не чувствовать себя как бы обязанным, легче вот, сделать нехорошо. К сожалению, мы докатились. Да и всегда были такие, вообще-то, человек не меняет с веками. Так вот, поверьте в свою судьбу. Исключите из своего лексикона слова «я не смогу», «у меня ничего не получится», «я погибну», «я не выживу». Исключите, потому что эти слова обладают очень большой силой. Запомните, человек, который всегда говорит: «я сильная, я преодолею, у меня все получится». Ставить себе некую программу. Об этом не только я говорю. Об этом вы, наверное, без меня знаете. Маломальский образованный человек знает об этом, что мысль, она материальна. Но боги судьбы очень любят, когда к ним относятся с уважением. Если вы не знаете, как к ним обращаться, если вам нужно перед глазами какой-то там статуя, пример, не знаю, видеть, да, что-то вот такое, пожалуйста, возьмите, закажите где-нибудь на сайтах этих полно фортуну. Поставьте ее в красный угол, сделайте для нее какой-то алтарь, обкуривайте иногда благовоние и просите, вы знаете, как поможет вам. Вы привлечете в свою сторону удачу. Постарайтесь, как бы вам ни было тяжело в жизни, все время призывать силы удачи. Вот просто так. Потому что эта сила, она настолько сильная, что даже без каких-то ритуалов, без каких-то определенных специальных вещей можно ее призвать. Удача, помоги мне сегодня. Богиня судьбы, будь со мной. Или судьба, или силы судьбы. Пусть мне сегодня повезет. Помогите мне. Все время призывайте, когда она начнет действовать. Когда у вас жизнь начнет меняться, и вы это ощутите, поймете, да? Вот не выпускайте эту силу. Вот у вас открылась вот эта вот между вами эта связь. Вот эту связь не теряйте, усильте. Чем чаще вы будете обращаться к удаче, тем чаще она на вас будет обращать внимание. Следующее. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь менялась, делайте тоже добро. Например, есть такой ритуал, как умилостивить судьбу, когда человек, ни в какой никуда ничего не идет, человек берет определенные вещи, свои вещи, или новые купленные, или из дома, неважно, спускает вниз, можно внизу разложить и уйти, но чтобы никто не знал, даже близкие люди. Либо, знаете, можно заключить с удачей такой договор. Помоги мне, пожалуйста, чтобы у меня вот это получилось, а я тебе отдам вот это дорогое кольцо. И когда оно у вас получится, вы выйдите с этим кольцом, положите в каком-то людном месте, чтобы забрал кто-то, и уходите.
Вот кому фортуна хочет делать подарок этим кольцом, она и этому человеку и отдаст. Чужой не возьмет, поверьте мне, чужой пройдет 100 раз, не заметит. Потому что силы судьбы, они сильные. Вы сделаете что-то, и взамен вам что-то дают. Понимаете? Потом, вот роль фортуны, она настолько была сильна, что даже древнеримский историк Тацит пишет, что везде у нас алтари только фортуне. Всюду фортуне и только фортуне. То есть везде она находится. Почему? Потому что человек верит в свою судьбу. Вы никогда не замечали, вот не думали, почему игрок, который все время в каких-то казино или в азартных играх вот выигрывает, он так верит, что выиграет, он не допускает мысли даже, что он проиграет. Дорогие люди, я столько лет абсолютно без чьей-либо помощи в этой жизни поднималась и училась сама, и работала сама, и находила работу сама, и добивалась сама. И мои друзья просто удивлялись, как я могла находить работу во времена кризиса. Я не хвалю себя. Просто они боялись. Они все время сидели и говорили с кислой мордой: ой, навряд ли получится, это навряд ли. А я просто-напросто вот шла напролом. Я шла искать работу, и все. Я знала, что завтра у меня будет работа. Я не знаю, откуда эта уверенность во мне. Да, вы скажете, ну да, у вас есть там, вы силой владеете. Не только, если я буду владеть только силой, а внутри у меня не будет стержня, я ничего не добьюсь. Точно то же самое я применяю, например, в своей работе. Если я человека лечу, я 100% уверена, что он вылечится. Вот откуда у меня эта уверенность, я не знаю. Я не знаю, откуда эта уверенность. Но я знаю, я уверена, что если я это делаю, значит, оно должно получиться и все. Я не допускаю мысли, я верю в свою работу, я верю в эти силы, которые мне помогают. Они платят благодарностью взамен. Потому что в этой жизни без веры в то, что ты делаешь, ничего не добьешься. Когда у вас депрессия, когда у вас апатия, когда вы устали уже сотый раз с нуля начинать свою жизнь, заставьте себя встать, идти и действуйте. Не надо никогда плакать. Слезами вы ничего не измените. Вам надо действовать. Просто сделать. Никогда не оглядывайтесь на прошлое. Вот, у меня не получалось, у меня столько... Ничего страшного. Может быть, у вас до этого срока не должно было ничего получиться, а вот сейчас уже должно. Вы себе убедите в этом. Вы заставьте себя поверить в это, понимаете? Потому что боги удачи, они очень любят людей, которые им верят. Вот ни с того, ни с сего. Вот вы должны включить телевизор, и там покажется, да, откроется экран. Вот до такой уверенности, пусть у вас будет вот такой же уверенность, когда вы за что-то беретесь, что у вас обязательно должно получиться. 100%. Потому что я знаю, потому что я знаю, что удача на моей стороне, потому что я обязана быть богатой. Я же не просто так родилась на свет, правда? Я родилась, чтобы хорошо жить. Почему я должна плохо жить? И вот это мученический орел и венец, которые нас учат веками, то религия, то коммунизм, то не знаю, что нам ничего не надо, самое главное это душа человека, и деньги это зло. Ну хорошо, деньги это зло. А когда твой ребенок заболел, у тебя денег нет вылечить этого ребенка. Тоже зло деньги в этот момент. А когда внезапно что-то случилось, надо туда собраться, тоже зло. И никогда не копите деньги на черный день, не надо. Черный день обязательно придет. Копите деньги на поездку во Францию, не знаю, еще куда-нибудь. Вы себе мечту отметьте другую, пожалуйста. А то у нас у всех на черный день. Ну вот пришел черный день, негр вас ограбил. Итак, учу вас. Когда вам что-то нужно, попросите богов судьбы, духов судьбы своими словами. Призовите, попросите. Лучше вас никто не сможет их призвать. Я даже этому вас не научу. Следующее. В зеркало смотрите, с зеркала на нас смотрит наш демон с потустороннего мира. Вы сами себя попросите об этом. Вот скажите вот тому отражению, сделай то-то и это. И оно вам сделает, исполнит. Это 2. 3. Что я хотела сказать? Да, определенные приметы.
которые не следует делать в доме. Если вы хотите, чтобы у вас были деньги, выкиньте старье, выкиньте все треснутое, не надо с них есть, жизнь будет неполноценной. Постарайтесь голые не показываться перед зеркалом, потому что вы закрепляете перед зеркалом вот эту вот вторую реальность, что у вас ничего нет. Не показывайте. Перед зеркалами не ешьте, нельзя. Вы проедаете свою жизнь, не пейте тоже. Это просто чревато. Чем меньше возле зеркала будете делать всяких процедур, тем лучше. Так вот, и самое важное, что я хотела бы вам сказать, пусть тихо. Свои просьбы произносите всегда в открытом пространстве. Или открытая форточка, или поле, или парк. Потому что боги судьбы любят вот это открытое пространство. Они лучше слышат и лучше внемлят нашим просьбам. Я надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Удачи!